Фееричное выступление в суде устроил предприниматель по имени Рубик. Ему избрали меру пресечения, но он, конечно, заявил, что ни в чем не виноват, в суде вел себя очень нагло. «Веду себя, как всегда вел», довольно улыбаясь, заявил журналистам предприниматель. Волжский районный суд города Саратова избрал меру пресечения 41-летнему Рубику Акопяну по делу о стрельбе во время дорожного конфликта, в результате которого один человек погиб, а другой получил ранение. Напомним, два приятеля, Михаил и Алексей, спешили поздравить своих мам с Днем Матери. Вручив букет одной женщине и немного поболтав за чаем, они поехали к другой, в родительский дом Миши. Он же и был за рулем старенькой красной Аки и обогнал ленд-крузер. Его водителя, того самого Рубика, это привело в бешенство. Ссора из-за того, кто кому должен был уступить дорогу, закончилась трагедией. По предварительным данным, Акопян произвел 5 выстрелов из огнестрельного оружия в сторону водителя и пассажира отечественной легковушки. После этого агрессор прыгнул в свою машину и спокойно уехал домой. От полученных ран 33-летний Михаил Кутузов скончался на месте. Его 48-летний товарищ с 3 огнестрелами был госпитализирован и прооперирован врачами. У погибшего мужчины остались 8-летний сын и супруга на 9-м месяце беременности. После этого в Саратовской области объявили план перехват, в Марксе выставили блокпосты. Полицейским разослали ориентировки подозреваемого. Через несколько часов его задержали в квартире, которую он снимает совместно со своим братом. Правоохранители при поддержке СОБРа «Волкодав» ворвались в жилище Акопяна, повязали его и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего следователями СК возбуждено уголовное дело по статьям убийства, покушение на убийство 2 лиц из хулиганских побуждений и незаконное хранение оружия. А ведь этой трагедии могло не быть. Еще в 2016 году Рубика должны были депортировать из России за нарушение миграционного законодательства. Впоследствии Рубик Акопян приобрел российское гражданство. Заседание суда состоялось через день после его задержания. Перед заседанием суда Акопян вел себя вызывающе. Он требовал дать ему возможность позвонить своему адвокату и отказывался от защитника, которого ему назначили. Заявлял о ложном обвинении и о нарушении его прав. По словам обвиняемого, на момент совершения преступления он вообще находился в Энгельсе, а не в Марксе, где произошла стрельба. В соцсети попали кадры из зала суда. Акопян ведет себя совершенно нагло, перебивает следователя, кричит и усмехается. Не выдержали даже журналисты. На вопрос журналистки, почему он так себя ведет, засунув руки в карманы, заявил, что тоже имеет право разговаривать. «Вы почему себя так нагло ведете?» «Я веду себя так, как всегда себя веду. Пусть следователь разговаривает». «Я тоже имею право разговаривать. Ваше какое дело?» «Занимайтесь своей работой», — нахально улыбается Рубик. «Хорошо. Вопрос. Зачем 24 ноября вы достали оружие?» «Какое оружие? Вы в своем уме вообще? То есть вы свою вину не признаете?» «Естественно. Я ни в чем не виноват. Это ложное обвинение. Откуда тогда у вас в машине гильзы?» «Какие гильзы?» «Это не мои гильзы, не мое оружие. У меня в машине ничего не должно быть, кроме зарядки для телефона». В ответ на ходатайство следователя СК об аресте Акопян возмутился, назвав выдвинутые ему обвинения ложью. «Я возражаю полностью. Эти ложные обвинения в убийстве, какие-то меры пресечения мне выдвигают в том, в чем я вообще не обвиняюсь. А они меня забирают из дома. Я даже не понимал. Чтоб вы понимали, я сидел себе книжку читал, чай пил. Кричат: «Полиция! Полиция!» Ну кто такие? В гражданском. Пока дверь не отрезали, не зашли домой, не забрали. Говорят, ты этого убил, того убил. Кого я убил? Я никого не убивал. Я ехал в Энгельс, купил себе продуктов, был в Магните, был на рынке, еще в другом магазине. То время, которое указано, вообще не совпадает. В это время я находился в Энгельсе. Какое убийство? Это ложное обвинение. Естественно, я отрицаю полностью, что мне выдвигают. А как мне еще защищаться от такого беспредела? Толкнул пламенную речь возмущенный Акопян. То есть вы возражаете против заключения под стражу? Прервала судья монолог невиновного. Естественно. Я не собираюсь отсюда ни убегать, ни кого-то вынуждать, ни еще что-то. Кого мне вынуждать? Ответил Рубик, уверенный в собственной непогрешимости и слепости Фемиды. Он сразу вспомнил про свою маму.
Что она не ходит, недавно сделали операцию, и именно для нее он ездил в тот день за продуктами. А про мать Михаила, которая в праздничный день получила такой удар, почему-то не подумал. Адвокат Рубика тоже упирал, что пожилая мама задержанного после операции нуждается в уходе. Также он заявил, что следствием не доказана вина Рубика. После этого судья удалилась в совещательную комнату. А потом постановила удовлетворить ходатайство и отправить Акопяна в следственный изолятор пока до 23 января. Теперь Акопян точно знает, где встретит приближающиеся праздники. И ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Внимание общественности привлек и другой возмутительный инцидент, произошедший в Тюмени. Вот как развивалась история. Асланбек, который имел намерение познакомиться с 14-летней девочкой через социальные сети, столкнулся с отказом. Девочка, почувствовав угрозу и неподобающие намерения, отказалась от общения. Однако в ответ на ее отказ мужчина, который, как выяснилось, имел радикальные взгляды, начал отправлять ей угрозы. Он требовал от нее фотографий и оскорблял, при этом присылая свои непристойные фото, что, безусловно, является не только морально неприемлемым, но и уголовно наказуемым. В одном из своих видео этот ценный специалист похвастался тем, что свободно разъезжает по городу с оружием. А в другом видео мигрант говорит, что пустит на фарш всю ее семью. Когда отец девочки, который проходит службу в российской армии, узнал о происходящем, он был в ярости. Он решил обратиться в полицию, надеясь, что правоохранительные органы смогут помочь ему в решении проблемы законным способом. Однако в полиции ему отказали в принятии заявления. Конечно, ведь такие разборки с мигрантами могут испортить им статистику по преступности. Это явное нежелание помогать гражданам, оказавшимся в беде, лишь усугубило его гнев и разочарование. Не смирившись с отказом, отец поехал в прокуратуру, но и там столкнулся с бездействием и равнодушием. Его не пустили даже на порог, что стало последней каплей. В сердцах он записал видео, где выразил свои чувства и мысли. Главный вопрос, который звучал в его монологе: «Зачем мне служить государству, которое не в состоянии защитить мою дочь от кишлачных харыпов?» Это риторическое обращение к власти и обществу подчеркивало его глубокое разочарование в системе, которая, по его мнению, должна была обеспечивать безопасность граждан и защищать их права. В настоящий момент СК проводит проверку, мама пострадавшей дает показания. Асланбек не задержан, уголовное дело уже возбуждено. Между тем, многие мигранты, получившие российское гражданство, не спешат становиться на воинский учет. Они желают получать преимущества, которые дает гражданство России в виде бесплатной медицины, официальной работы и прочих плюшек. Однако совсем не торопятся брать на себя обязанности, возложенные на граждан России, по данным, которыми располагает Следственный комитет. Только за первые 4 месяца 2024 года в Москву прибыло 1,2 миллиона мигрантов, в Санкт-Петербург – 800 тысяч человек. При этом с увеличением числа мигрантов растет и преступность среди приезжих. В итоге ситуация с мигрантами только ухудшается. При этом за прошлый год заработки мигрантов в России выросли в 2 раза. Ежемесячный доход приезжих разнорабочих к началу 2024 года приблизился к отметке в 140 тысяч рублей и в настоящее время продолжает расти. То есть приезжие в России зарабатывают в 2 раза больше россиян, но при этом, если у них нет российского гражданства, привлечь их к воинской службе нельзя. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!